Всем привет! В Дублине, да, 19 сентября 2024 года прошел новый, да, антимигрантский митинг. Сейчас я покажу вам, да, кусочек этого митинга, посмотрим, потом обсудим, да, что кричали, да, митингующие, что они хотели донести, да, они прошли до парламента, да, потом пошли дальше на О'Коннелл-стрит. То есть тенденция в Ирландии, да, идет не слишком хорошая, да, в отношении беженцев, да, это именно касается больше беженцев, то есть не мигрантов, которые рабочие приехали, да, а все-таки беженцев. Как вы знаете, в Ирландии сейчас создается, да, и отшлифовывается новая политика по принятию беженцев, то есть она будет меняться. Вот, начиная, думаю, наверное, с октября начнутся уже эти заседания, и там все будет меняться, обсуждаться. В том числе будет обсуждать украинских беженцев, каким образом их поддерживать, да. Говорят уже о том, что будет видоизменяться программа ARP. Это самая важная программа, которая осталась для украинских беженцев. Международных беженцев будет тоже, хотят, чтобы они платили, да, за жилье, в котором живут. То есть там куча различных изменений, и они будут не в плюс беженцам. Потому что прошли выборы, да, и в Ирландии не то, что пришли к власти, но их стало больше в парламенте. Это правых, тех, которые консерваторы, тех, которые против миграции, те, которые хотят, чтобы границы закрыты были и пускали только конкретно, да, специалистов, то есть тех людей, которые могут помочь, да, экономике и Ирландии. А халявщиков и различных авантюристов, да, которые хотят приехать и попытать свое счастье, либо те, которых там, у них проблемы в своей стране, да, эти митингующие говорят, что это не наши проблемы, вы сами решайте свои проблемы в своей стране, нам не важно, что у вас там война, либо какой-то кризис, да, нас это не касается, мы ирландцы, мы сами за себя платим, за себя отвечаем и хотим жить, да, в спокойствии, хотим жить в такой стране, в которой будет жить большинство ирландцев, да, а не каких-то мигрантов и беженцев. Давайте посмотрим кусочек этого видео, а вы напишите в комментариях, поддерживаете ли вы такую политику и такие вот митинги, либо все-таки нет, и считаете, что границы должны быть открытыми, да, и всех нужно бесконтрольно пускать. Пишите в комментариях, почитаем, обсудим, да, и я пойму, кто как относится из моих подписчиков, да, к этим людям и к таким рода митингам. Включаем. Вот так вот, да, все происходит. Это шпиль, дублинский шпиль. По факту, да, это центр Дублина, то есть все происходит. Видите, гарда, да. При этом митинге, да, в конце митинга там по окончанию задержали больше 19 митингующих. То есть они больше выкрикивают такое, что Ирландия для ирландцев, да, это наш дом, то есть и так далее. Видите, все такие заряженные, все с флагами, то есть патриотически настроенные, да, граждане. Ну вот, например, человечек, видите, в жилетке провоцирует гарду, прям пальцами дотыкает в него, то есть тоже есть свои нюансы. Есть нормальные митингующие, да, которые хотят реально там снижения миграции и так далее. Но есть провокаторы, вы понимаете, да, как это было в том году, когда мигрант там напал на детей, да, и реально молодежь вышла просто помародерить, просто, знаете, свой жар, свою горячую молодую кровь выплеснуть некуда, и они просто выплеснули все это на улице. Такое я, конечно, не поддерживаю. Свободный, миролюбивый митинг, пожалуйста, пусть отстаивают свои права. Я еще раз повторяю, правых стало больше, и поверьте, Ирландия это очень демократическая страна, и тут прислушиваются, если массы выходят, и по результатам выбора видно, что люди начинают, да, идти к правым, да, в их лагерь, то поверьте, левые это увидят и поймут, что нужно давать какие-то поблажки, нужно давать какие-то, да, правым, ну, больше прав, то есть то, что они требуют, нужно им давать тот результат, чтобы люди не выходили, да, то есть делать какие-то ограничения для беженцев, для мигрантов, то есть все это в комплексе, вот эти все митинги, плюс выборы, которые прошли, конечно, они дадут, ну, дадут хороший
вывод, да, и хороший, в смысле того, что правые смогут получить не в полной мере, да, но то, что они требуют хотя бы в каком-то, да, результате, это должны одобрить. Я к этому веду, что у них есть уже власть, само правительство видит, что к ним больше примыкает людей, и чтобы эта тенденция не нагнеталась, да, сама по себе в обществе, нужно сделать какие-то поблажки, нужно сделать то, что хотят правые. Смотрим дальше. Я не знаю, сколько было на митинге людей, кстати, если кто-то знает, напишите. Я прочитал статью, да, в Irish Independent, но там не было написано количество, какое вышло на этот митинг да, мигрантский. Все с флагами, ну, понятно, выкрикивают, да, каждый свои лозунги. Опа, одного забрали, убрали. Ну, потом интересно, я расскажу дальше, там я открою статью, да, и там будет фишка в том, что после того, как этот митинг начался, там буквально через пару часов собрали другой маленький митинг, там около 100 человек было, и люди были за мигрантов, то есть вышли сами мигранты, которые сами за себя по факту, понимаете? Но я такого не понимаю и это не одобряю, то есть они в прямом смысле начали выкрикивать плохие, да, лозунги, там, националисты, типа, уйдите с улиц, там, с наших улиц и так далее, то есть такие вообще собрания я ну, не могу никак сказать, что это правильно было сделано. То есть нельзя. Это вышли реально, видно, ирландцы. Они чистокровные ирландцы, они хозяева своей жизни, то есть своей земли, да, и жизни. Первую, конечно, очередь жизни, и второе это земля, это ихняя по праву, понимаете, ихние предки здесь жили, и они тут хозяева. И когда выходят мигранты, да, идут в стычку и рассказывают, что вы тут вышли, мы тут тоже живем и так далее, это тоже наша земля, и вот так вот, ну, наезжают, да, на чистокровных ирландцев, я считаю, это неправильно, лучше остаться в сторонке, они пройдут, покричат, скажут свои какие-то требования и разойдутся, но когда будет другая сторона, вот, в смысле, я имею в виду, если мигранты будут выходить и себя как-то пытаться, да, защитить тоже антимитингом, да, ну, поверьте, ничего хорошего из этого не выйдет. Ирландцы все равно победят, я так скажу. Как ни крути, ирландцев больше. Если вы видели, да, эту ситуацию, когда напал мигрант, да, то есть иммигрант тогда на девочек, да, на девочку и мальчика, если не ошибаюсь, что тогда было? Вы понимаете, что вот так вот, если нападут, да, на такое шествие мигранты, например, там, да, и забьют кого-то серьезно, то, поверьте, радикальных ирландцев, очень радикальных, их много, и если они соберутся, то мало не покажется всем, поверьте. Так что я бы не советовал никогда, когда даже вы видите, да, что идет такой митинг, выходить или там что-то кричать им вслед и так далее. Это их земля, они имеют право высказывать свое мнение. Кто-то скажет, ну иммигранты тоже имеют право высказывать свои мнения, и беженцы, они же тоже люди. Да, но я считаю, все-таки у чистокровного ирландца в Ирландии больше прав. И пока у тебя нету паспорта, да, ирландца, ты все-таки должен немножко помалкивать. Это первое, в смысле помалкивать ну, в том смысле, что не то, что там что-то не обсуждать, да, но я имею в виду, что в глаза не нужно кричать и рвать футболку и кричать в грудь, я мигрант, я здесь остался, мне все равно, я здесь буду там делать, что я хочу и так далее. Нет, все-таки нужно быть, да, терпимым, потому что такие вещи, они не красят никакую нацию, которая там попробует, да, выйти на ирландцев, либо что-то плохое на них сказать. Они вышли, они имеют на это право. Лично я бы, ну, я б никогда в жизни не вышел бы и не кричал бы, что я тут сюда приехал, я тоже имею право, кто вы здесь такие, чтобы мне указывать, как жить. Нет, они имеют право, потому что, еще раз повторяю, они ирландцы, мы в Ирландии, и не нужно никогда пытаться, да, стать выше них, либо доказать что-то им. Поверьте, они будут всегда правы, потому что они живут на своей земле.
Ну, я не скажу, что их слишком много, тоже, может, две-три сотни там. Ну и какой вывод мы сделаем после просмотра, да, этого короткого видео, да, это, ясно дело, это просто маленькие, да, маленькие отрывки с этого митинга. Какие выводы можно сделать? А сделать можно вывод такой, что все-таки настроение у самих ирландцев не слишком хорошее и для всех мигрантов, да, беженцев и так далее. Это не слишком хороший звоночек. Э, Нам всем нужно задуматься о том, чтобы что-то хорошее давать этой стране, да, а не забирать. Их лозунги, в принципе, мне понятны. Когда это все читаю, смотрю, я ставлю себя на их место. Вот представьте, вот мы сейчас поговорим, да, каждый задумается о том, что вот у вас есть ваша страна, да, вы живете, у вас все хорошо, и потом начинают приезжать какие-то люди с других стран. Вы узнаете, что с бюджета каждый год туда уходят, да, большие средства. И за эти деньги можно было построить школы, больницы, социальное жилье именно для своих, да, для ирландцев, в смысле там, либо неважно, для итальянцев, для французов, для немцев и так далее. Я образно говорю, пусть каждый поставит себя на место ирландца, да, и вот эту ситуацию сам себе в голове обдумает. И к вам приезжают люди. Большинство из них не работает, получает пособие. Кто-то занимается криминалом, просто рожают детей. Для них строятся центры, выделяются какие-то объекты, да, то есть заселяются туда люди, они начинают шляться по городам, криминал, то есть начинаются процессы, которые не очень приятные в общем, да, то есть тебе неприятно, что такое происходит. И еще эти люди высокомерные, да, и постоянно что-то требуют, то есть постоянно требуют и ходят с высоко поднятой головой, как будто им весь мир что-то должен. Я скажу по себе, если бы такое происходило у меня в стране, то я вышел бы лично сам, сказал бы в смысле, какого хрена, извиняюсь, правительство, вы пускаете их? Какого хрена? У меня кто-то спросил, разрешаю ли я, чтобы в мою страну пускали всех вот этих вот непонятных людей, которые приехали непонятно для чего здесь, что они хотят. Еще раз повторяю, людей, которые приезжают легально сюда, к ним никаких вопросов нет. То есть тех людей, которые по контрактам приезжают, специалисты и так далее, к ним вопросов нет. Есть вопросы к незаконной миграции и к ну, то есть незаконной миграции, которая происходит, да, чтобы людей отлавливали и убирали, чтобы границы сильнее, да, охранялись, и чтобы те люди, которые приезжают на международную, да, подаются защиту, понимаете, что происходит? Когда даже им отказывают в защите, они же потом распыляются. Они же думаете, что они покидают остров? 90% не покидают остров. Они остаются здесь как нелегалы и начинают здесь по норам разбегаться. Никто за ними не бегает. Гарда там для отчетности может какой-то десяток человек в год депортируют и все. Все остальные тут шарятся. Вы думаете, большинство бомжей это кто? Это те, кому отказали в защите, либо те, кто набочили так сильно, что их не там PPS, их документы не продлили, карточки и так далее, я имею в виду проживание ВНЖ, ПМЖ и так далее. То есть люди в прямом смысле в серой зоне, которые находятся, которые в темную живут. То есть они не хотят покидать эту страну. А эти люди, которые выходят на митинги, они говорят, в смысле, зачем вы всех пускаете, всем разрешаете? Эти же центры, их же там не колючей проволокой, да, обносят, и что нельзя выходить. Люди спокойно выходят, передвигаются. Оп, человек исчез. Куда он переехал, непонятно. А он уже там где-то жил в Дублине, а он уже в Корк переехал. Там нашел какую-то нелегальную работку, и там где-то на стройке втихаря подрабатывает или на ферме. Понимаете, к чему я веду? То есть вот это вот все и привело к вот этим вот митингам, потому что Ирландия слишком толерантна, слишком она бережно относится. Сейчас уже, да, начались, я же говорю, первые звоночки уже, это видно по украинским беженцам, да, начали все сужать очень сильно. И видно, что международников тоже ними начали уже заниматься. То есть ничего хорошего не будет. В статье написано, да, арестовали 22 человека, кстати, за этот митинг, да, был он, еще раз повторяю, в четверг, 19 сентября.
То есть среди арестованных было 14 взрослых мужчин и 8 взрослых женщин в возрасте от 20 до 60 лет. Представьте, даже бабушек взяли, какую-то бабушку, парочку, да, задержали. То есть 16 лицам было предъявлено обвинение, в основном в нарушении общественного порядка, а также в нападении, нанесении ущерба, хранении ножа. Даже кто-то с ножом пришел, понимаете? Среди арестованных одному мужчине уже предъявлено обвинение, и он предстал перед судом. В пятницу утром 3 человека должны были представить перед окружным судом Дублина. То есть, понятное дело, да, что людей тут, видите, все, неважно, он нарушил закон, все, он будет отвечать. Это правовое государство. То есть тут все четко. Нарушил закон, получи штраф. Мы должны быть как Германия, закрыть границы. Как вы знаете, она не закрыла границы, это немножко они тут лукавят, да, кричат такие кричалки, но впервые, да, за многие годы Германия выставила посты проверок, то есть и теперь выборочно на дорогах будут проверять автобусы, маршрутки, траки, автомобили, то есть в прямом смысле теперь будут проверять, человек имеет право на въезд в Германию, на проживание и так далее, кто он, что и как, чтобы снизить вот эту вот непонятную, да, неконтролируемую, я считаю, миграцию. В Германии это вообще там такая сложная ситуация. Я в Германии работал в 20 году, каком 22-м? В 20 году, когда начался, да, ковид, как раз мы уже нам оформили документы и начался ковид. И вот я вам говорю честно, мы работали в Дюссельдорфе, но там просто этих арабов, турков, я честно вам говорю, я не видел вообще немцев. Я немцев видел только на закупах в супермаркетах. Все, все, на выходных их вообще нету в городе. Выходные это просто пустота, просто эти все арабы, турки только стоят, черные, да, подпирает только, как его, дома, да, вот это стоят и что-то там выискивают, высматривают, то есть, я не знаю, стрёмно было ходить, вот я вам честно говорю. В Германии было стрёмно ходить. Я не знаю, как у вас там обстоят дела, но этих ребят там просто, мне кажется, их больше скоро будет, чем самих немцев. В Ирландии немножко другая обстановка, но тоже уже около 30% населения Ирландии это уже мигранты. То есть в прямом смысле. Тенденция тоже идет на то, что как бы, ну, если это все будет продолжаться, то там еще через лет 20, да, я думаю, уже до 40 легко дойдет эта цифра. Но в Германия мне, честно, не понравилась. Вообще, я вам говорю честно. Именно вот с вот этой точки зрения, с миграционной, я имею в виду. Нет, зарплата там, немцы сами они такие, да, стабильные, все любят, чтоб четко, туда-сюда, чистенько там это, ну, обратно чистенько там. После выходных, конечно, в городах там такое творится. Ладно, мы не об этом. Кстати, пишите в комментариях, если у вас такая же ситуация, вы сейчас в Германии, и вы можете подтвердить мои слова, либо опровергнуть их. Так, смотрите, что еще интересно, как говорил, да, на другой стороне улицы собрались эти, как его, более 100 антироссийских контрдемонстрантов. Контр, блин, революция, маты ридно, ты шо? 100 антирасистских, боже мой, ну вот эта вот фишка, когда тут начинается за расизм, понимаете, и вот эти все вот черные арабы, да, они все пользуются вот этим сразу. Ты расист, все, ты против меня, потому что ты расист. Да я против тебя, потому что ты человек гамно, понимаете? Вот почему. У меня тут есть пример, кстати, есть ролик на канале, который я все не хочу опубликовать. У нас был проблема, да, с черными и с сирийцами, которые, либо ливанцы, которые сюда переехали к нам на крышу. Кто не знает, я живу на крыше, можете посмотреть на моем канале, там есть обзор квартиры, да, и территории. У нас тут больше 30 квартир, и мы живем наверху большого торгового центра. Ну, как большого, ну, такого, среднего. И у нас были проблемы, то есть за 2 года у нас проблем не было. И вот потом, когда въехали 2 семьи, в прямом смысле там у них была разница в 2 недели. Вначале одни приехали, потом другие. У нас начались проблемы, потому что их дети неконтролируемые. Они мусорят, они кричат. То есть и сами же родители за этим не следят, им все равно. Музыка, какие-то посиделки, какие-то постоянно курят, выходят. То есть реально, я вам серьезно говорю, вот я столкнулся с этим. При том, что люди, видно, уже не первый год здесь, они английский хорошо знают. Я к тому, что люди гамно бывают, понимаете? Нет плохих наций, есть люди гамно, настоящее просто. Просто щит, понимаете? Щит жесткий. Вот и все. И вот нам тут попались, но с ними разобрались, теперь они тише воды, вообще ниже травы просто, вообще, вот что значит закон работает, просто им потом
Ну, это, я говорю, у меня висит ролик, не знаю, улаживать его или нет, просто не хочется, потому что многие начнут, ты там такой, тоже сякой, так высказывайся, потому что, ну, я же виноват, что у меня плохой опыт был, да, проживания с этими прекрасными людьми, которые не похожи на меня, да, цветом кожи. Я что, виноват? Так у меня произошло. Напишите в комментариях, кстати, у вас был ли опыт плохой с людьми, которые отличаются, да, с арабами, либо с черными. Вот напишите, как они вам. Хорошие люди, плохие вам встречались больше, либо хорошие. И это мне так не фартануло на моей семье, да. Ну, уже все хорошо. И вот они вышли и начали кричать, ребята, кричалочку. Эм, Крайне правые лоялисты, убирайтесь с наших улиц. Вы вдумайтесь просто, это они кричат коренным ирландцам. Они кричат тем людям, которые прапрадеды строили эту страну, отстраивали, которые воевали, да, и за независимость из Великобритании и так далее. Это вот эти вот ребята кричат вот этим вот эм, э, чистокровным ирландцам. Вы понимаете, про это я говорю, это нельзя. Это то же самое, чтобы вот в Украине, да, приехали бы арабы и начали бы кричать, прикиньте, там где-то в Днепре, вы вдумайтесь, в Днепре, да, мы вышли против там миграционного, да, митинга, и нам кричат, выходят, говорят, эй вы, крайне правые, лоялисты, убирайте с наших улиц. Представляете, что с ними было бы? Ну просто они бежали бы, там так бы сверкали пятки, это в лучшем случае. В худшем бы они просто бы в Днепре бы, ну, покупались бы, искупались бы. И я думаю, ну, кто-то мог бы и уйти на дно. То есть, ну, такие вещи нельзя. Я про вот это вот и говорю. То есть, это невозможно просто. Так нельзя себя вести. То есть, понимаете, да? Вот про вот это я хотел и сказать, что нельзя провоцировать. Политика в Ирландии меняется, весь мир меняется. Каждый раз, каждый день где-то что-то принимается, какие-то законы, кого-то ущемляют, кому-то больше прав дают. Ирландия сейчас идет по пути, немножко она начинает сдвигаться направо, то есть она начинает немножко, да, политику уже толерантности, но уже сдержанной толерантности, не полностью открытой. И это видно, что какие заявления дают, да, и премьер-министр, и вообще какие настроения в обществе и в правительстве Ирландии. В итоге ничего серьезного не случилось. Антимиграционные, да, митинг они, главное, что они сделали, это они сидячую забастовку сделали и нарушили, да, транспортное сообщение по городу. То есть общественный транспорт не смог проезжать, и из-за этого был немножко коллапс, да. Так, 22 задержанных, да, вышли антирасистские, да, контрдемонстранты, покричали. Мне кажется, зря они это сделали. Как видите, люди собрались, прошли и разошлись. То есть, я еще раз повторяю, в Ирландии это нормально. Тут одобряется, да, приветствуется, когда люди выходят и высказывают свое какое-то недовольство. Но обратно же у каждого есть свои права, понимаете? Если ты мигрант, если ты беженец, да, то твои права, они немножко скованы, и ты все-таки должен немножко знать свое место. Это мое личное мнение, потому что, ну, есть общепризнанные правила. Тут хозяева ирландцы, они были, есть и будут хозяевами своей земли, своей страны. Всегда на связи.